поражен этой болезнью. Откуда берется рак, вот так в двух словах? Так рак есть всегда, поэтому не надо этого бояться, либо лечиться. Да, рак приехал с питомника. Центральный проводник отклонился, я поставлю опору, формирование веретена требует опору. Мы ее можем смело удалять на маленький пенек. Самые качественные, самые крупные плоды бывают только на молодых ветках. Я оставлял маленькие пенечки, и это вынуждает образование каких-то плодовых образований. Сосед принес вот такие орешки, сравните вот с моей ладошечкой не мелкой. Мы вот эти ветки сразу удаляем на сучок. Давайте, друзья, поговорим про прививки. Вот здесь была прививка, вставлен вот такой черенок. Привет, друзья мои! Февраль месяц. Мы у Сергея Таргонского в гостях в Самохваловичах. Мы уже здесь были осенью, показывали, как он формирует свой виноград. Он виноградом буквально недавно занялся, но садом он занимается довольно профессионально, яблони, груши. И мы с ним договорились еще осенью, что приедем, поснимаем, как он обрезает виноград. Ну, давайте вот покажу, что происходит в Самохваловичах. В Минске снега вообще нет, здесь просто зима. За городом, конечно, жить приятненько, свой участок, красота, природа. Ну что, кто не знает, это Сергей Таргонский, прошу любить и жаловать. Всем привет. Серега, где ты научился обрезать плодовые деревья? Обрезкой плодовых деревьев я уже занимаюсь, наверное, лет 20. Все началось с того, как я пришел на работу в Институт плодоводства, где некоторое время занимался наукой. Ну, а наука без практики это не наука. Поэтому в процессе написания диссертации я также занимался обрезкой плодов. После этого я уже на протяжении всех лет занимаюсь этим ежегодно, как у себя в саду, так и друзья, знакомые просят сделать им обрезку. Кроме я развиваюсь ежегодно, я посещал очень много семинаров не только наших фермеров передовых, но и фермеров с Украины, Молдовы. Поэтому учился у людей, которые действительно знают это и занимаются всю жизнь. Хорошо, Серег. И вкратце ты нам покажешь сегодня обрезку. Давай так, яблони и груши отличаются по обрезке или нет? Конечно, любые деревья, виды деревьев, то есть косточковые, сливы, черешни, вишни, они будут иметь свои особенности. Груша будет отличаться от яблони, плодовые кустарники тоже будут отличаться по обрезке. Но сегодня, наверное, мы рассмотрим, основную культуру, это яблоню, потому что чаще всего по ней обрезка осуществляется. Затронем грушу, ну если будет время, еще несколько нюансов я покажу на косточках. Ну если будет слишком длинное видео, разобью просто, может, на несколько этапов, там груши отдельно, яблони отдельно. Постараюсь вкратце, чтобы было просто доходчиво и не слишком научным языком, просто скажу, для чего мы режем, что мы режем, как мы режем. В общем, берем ручки, конспекты и записываем. Погнали. Перед тем, как мы начнем обрезку, я два слова скажу про инструмент, который должен быть обязательно при обрезке. Это прежде всего ручной секатор. Вот. И чем лучше секатор по фирме, тем лучше у него будет сталь, поэтому рекомендую всегда выбирать хороший и дорогой секатор. Второй вид инструмента это ручная пилка. Опять же, для вырезания таких более толстых ветвей. Ну и для удобства я имею всегда высоторез, секатор высоторез, чтобы не носить какую-то стремянку, лестницу. И этим инструментом можно достать 3-4 метра, запросто подрезать верхушки. Поэтому три основных инструмента. Еще можно иметь сучкорез вместо пилки для вырезания толстых ветвей. Начнем мы обрезку с однолетнего саженца. И так по возрастам пойдем дальше, более взрослые. Вот вашему вниманию однолетний саженец, точнее он был посажен в прошлом году весной. За сезон дал вот такой небольшой прирост. Но причина, что он так плохо развивался, это болезнь, это рак. Обратите внимание, саженец был в молодом возрасте поражен этой болезнью. Болезнь практически нарушила кору и не давала сокодвижению, чтобы
даст хороший прирост. Поэтому, если мы в раннем возрасте обнаружим такую проблему, мы можем исправить. Поэтому ниже заболевания мы срезаем полностью весь саженец. В этом сезоне с этой почки пойдет новый побег. И Срезаем на почку, это называется, да? Да, то есть чуть выше почки И срезаем. под уклон. Тут, в принципе, можно немножко маленький уклон сделать, можно ровно сделать, тут большой разницы нету. Здесь с ближайших почек пойдет рост, либо с этой почки может пробудиться сразу 3. Поэтому мы в начале роста, примерно в июне месяце, смотрим, какой побег более жирный идет, лучше берет питание, поэтому мы обламываем конкуренты, оставляем один и выгоняем саженец. Откуда берется рак, вот так в 2 словах? Он молодой саженец, вот как он появился? Дело в том, что рак у нас существует, если в округе дачный поселок, либо дома жилые, раковых деревьев очень много. Он в природе существует постоянно. Поэтому, если вдруг на саженце повредили кору каким-то образом, содрали при перевозке, при посадке, на вот это поврежденное место может просто прилететь спора, и он будет развиваться. Поэтому, если у вас саженец со здоровой корой, то раку некуда поселиться. Так рак есть всегда. Поэтому не надо этого бояться. Он либо лечится, если на ранней стадии мы обнаружили, либо срезается полностью больная ветка, и дальше дерево может расти здоровым, давать урожай. Но этот саженец уже был куплен с раком, да, получается? Ну, Заражен, в принципе, точнее. Да. На начальной стадии он не был заметен, да? Да, поэтому, да, рак приехал с питомника. Теперь мы подошли к 3-летнему саженцу. Сразу хочу оговориться, что я формирую все деревья по типу, крону формирую по типу веретена. На сегодняшний день это самая популярная, наверное, и самая перспективная форма формировка. Основной принцип то, что центральный проводник, он всегда и будет иметь лидирующую позицию. Центральный проводник не переводится на боковые, он всегда будет иметь ось. И эту ось нужно поддерживать. Видите, уже по какой-то тяжестью плода в этом году центральный проводник отклонился. Я поставлю опору, потому что формирование веретена требует опору, как покажем на других деревьях моих. Поэтому в этом году будет установлена опора, и центральный проводник будет подвязан по оси к этой опоре. Основные принципы формирования кроны яблони по типу веретена. Первый ярус — это 3-4 ветки. В эту сторону не хватает ветки, было бы симметрично, но это не страшно. У меня есть 3 основные скелетные ветви. Они остаются на протяжении всей жизни у дерева. А дальше мы в кроне делаем замещение веток, то есть делаем ветки разного возраста, чтобы в кроне были 1-, 2-, 3-летние ветки. Для чего это делается? Дело в том, что формирование урожая у яблони проходит 3-летний цикл. Первый год вырастает 1-летний прирост, на второй год на этом 1-летнем приросте формируются плодовые образования, на 3-й год сами плоды завязываются. Поэтому, когда ветка прошла весь 3-летний цикл, мы ее можем смело удалять. Вот, к примеру, вот эта ветка уже прошла 3-летний цикл, мы ее можем смело удалять на маленький пенек. Из этого пенька в этом году проснется почка и вырастет снова 1-летний прирост, и опять ветка будет проходить 3-летний цикл. Дело в том, что самые качественные, самые крупные плоды бывают только на молодых ветках. С временем, если ветке уже будет 4, 5, 6 лет, плоды со временем будут мельчать. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас плоды ежегодно были и были хорошего качества, нужно периодически ветки омолаживать. 3-4 года ветка отплодоносила, мы ее вырезаем на такой пенечек, чтобы потом формировать новую ветку. Заостряю внимание на ветках, скелетных ветках первого яруса, которые будут оставаться на всю жизнь у дерева. Надо стараться, чтобы ветка была одной оси, не давать сильно разветвлению 2-го, 3-го порядка. Поэтому я опять же делаю срезы всех длинных ветвей 1-летнего прироста и оставляю лишь только пенечки маленькие.
Вот обратите внимание, так я делал в прошлом году, позапрошлом году и в прошлом году. Я оставлял маленькие пенечки, и это вынуждает образование каких-то плодовых образований, на которых будет плодоношение. Потому что если мы оставим эту ветку длинной, она опять будет ветвиться второго, третьего порядка и загущать сильно нашу крону. Опять же, видите, я срезал здесь, потом срезал здесь, и уже у нас заложились плодовые образования, на которых в этом году уже будет урожай. Вот опять же, я не даю сильно расти, я опять ее чуть-чуть сократил, она не загущает, не затеняет нам крону, ну и это дает образовываться урожаю. Опять же, видите, сформировалась длинный однолетний побег, я ее срезаю на несколько почек, опять же здесь будет формироваться урожай. Вот так, в принципе, оставляем ветку, чтобы было одной оси, ну и она вся заплодушенная. То же самое буду делать с этой. Видите, опять ветка в таких маленьких плодовых образованиях. Образование таких плодовых веточек, прутиков будет зависеть от сорта яблони, потому что разные сорта будут вести себя по-разному. Поэтому на это тоже, на эти нюансы нужно обращать внимание. В принципе, вот в таком состоянии мы это дерево обрезали, оставим. Видите, нету толстых ветвей в кроне, только толстые ветви остаются в первом ярусе. Можно было убрать еще и эту ветку, так как она идет под прямым углом. Но здесь вот плодовая почка есть, здесь будет яблоко, и, возможно, яблоко еще ее оттянет. Если это не случится, я в следующем году все-таки ее срежу, потому что она, ветка имеет прямой угол. А центральный проводник? Проводник он отклонился, поэтому опять же здесь будет установлен кол, и центральный проводник выровнен по оси будет. Его, если сильно большой прирост, можно укоротить, потому что ветвление следующее пойдет на самом краешке. Здесь очень большой промежуток останется голый, без ветвлений, поэтому если мы хотим заставить здесь вырастать еще боковые веточки, мы можем немножко его сократить, и ветвление начнется чуть ниже. Вот здесь. Это уже окончательная формировка. Да, это окончательная формировка. Трехлетний саженец. Да. Вот мы подошли к дереву, которому 10 лет, и которое я формирую по этому типу веретена. Обращаю внимание, опора. Опора у меня на дереве практически всю жизнь дерева. Это бамбуковый кол. И его достаточно, чтобы удерживать яблоню в таком прямостоячем состоянии. Видите, явно выраженный центральный проводник, и от него отходят уже ветки. Как я рассказывал, первый ярус ветвей всю жизнь. Обратите внимание, явно выражен уже у первого яруса. Центральный проводник свой имеется. И не даю расти толстым ветвям второго порядка, чтобы не загущали. Затем чередую в своей кроне ветки разного возраста. Видите, ветка отплодоносила, я ее срезал. И на месте среза пускаются однолетние приросты. Если идет какой-то прирост в середину кроны, он нам не нужен, мы ее срезаем. И вот выросла за один сезон маленькая ветка. Она не сильная, не сильно рослая, поэтому она в этом году заплодошится и будет на следующий год уже давать урожай. Как произошло, к примеру, с этой веткой. Видите, опять же я срезал, пустилась одна ветка и образовались какие-то плодовые образования. Вот, в принципе, нам нужно добиваться, чтобы в кроне были разновозрастные ветки. 1, 2, 3 летнего возраста. Сосед принес вот такие орешки. Сравните вот с моей ладошечкой не мелкой. Я, честно говоря, не знал, что вообще такие существуют. Это какие-то кони. Радиоактивные, наверное. Сицел. Да, это реально D0. Так, вернемся к нашим баранам. Виктор спрашивает, насколько надежна вот эта конструкция. Но основную цель бамбуковый кол несет основную нагрузку, чтобы центральный проводник не отклонялся от своей оси. Этого достаточно, потому что как только центральный проводник у нас отклонится от центральной оси, он перестает расти.
и его будет стараться заместить какая-нибудь другая ветка. Поэтому нам нужно, чтобы мы вырастили свой сад, к примеру, там нам нужно 3,5-4 метра вырастить саженец и потом останавливать уже рост. И бамбук несет именно эту функцию. Опора будет всегда, всю жизнь на нем? В принципе, ее уже можно в 10-летнем, вот этому дереву 10 лет, уже можно снимать, потому что центральный проводник достаточно уже сформировался, и он не будет уже отклоняться под весом яблок. Вот, потому что эту опору в данном дереве можно уже снимать. В общем, он более-менее, скажем, пожирнеет, окрепнет, и он, по идее, должен собственную нагрузку уже тянуть без опоры. Если дерево будет это полукарликовый подвой, если будет карлик, то опора, в принципе, нужна будет практически всю жизнь у дерева, потому что карлики, они меньше имеют силу роста, и все равно без опоры они будут отклоняться, поэтому опору держим. Для карликовых надо в любом случае. А что за сорт это? Это белорусский сорт Зорка. Когда мы подходим к дереву, сразу обращаем внимание, первый ярус, как я говорю, оставили на протяжении всей жизни. Смотрим крону и обнаруживаем сразу самые толстые ветки. Здесь в этой кроне вот 1, 2, 3 самые толстые ветки. Мы вот эти ветки сразу удаляем на сучок, с которого пойдет в этом году расти ветка. Как вот, к примеру, здесь была удалена толстая ветка, пошел сучок, и этот сучок начал заплодушиваться, давать урожай. Смотрим на почку, не на почку или неважно, там наугад? спящие почки, потому что они проснется 1, 2, либо 3 побега, 3 почки, и мы потом выберем либо все ставить, либо потом почистить. То же самое мы делаем с этой веткой, то же самое мы делаем с этой веткой. Вот так почистили 3 ветки, самые толстые. Затем мы начинаем работать с ветками, которые мы обрезали в прошлом году. Если у нас какая-то побег растет либо вверх, либо он нам не нужен, мы опять же его убираем не на кольцо, оставляем опять же маленький пенек, потому что маленький пенек может либо дальше продолжить ветку большую, либо заплодушится здесь, пустит плодовые почки, и на следующий год будет урожай. Вот. В принципе, эту ветку мы оставляем. Видите, 1 год срезали, 2-й год выросла, 3-й год выросла, и уже в этом году на 3-й год будет плоды на этой ветке. То же самое произойдет с этой веткой, она будет плодоносить, а на свежесрезанной ветке мы получим вот такой 1-летний прирост. Видите, в прошлом году мы срезали, 1-летний прирост получили, и в этом году вот этот 1-летний прирост будет образовывать плодовые почки. То же самое, опять смотрим, работаем с скелетной ветвью. Не даем сильно расти толстым веткам, и чтобы происходило ветвление 2-го, 3-го порядка. Поэтому мы держим практически вот эту скелетную ветвь без сильных ветвлений, толстых ветвлений. Видите, этого достаточно будет, чтобы сформировать нормальный урожай. Они все плодовые. За 10 лет я уже их видите, посрезал, не давал расти и ветвиться, что оно практически все плодовых веток. Вот, в принципе, обрезанное дерево 10-летнее по типу вертина. Основной принцип, что остается центральный проводник и очень много тоненьких обрастающих веток с плодовой древесиной. Все толстые ветки убираются на возобновление. И нижний ярус то же самое, имеет явно центральный проводник и очень много обрастающих веток, на которых будет формироваться урожай. Выглядит, конечно, после обрезки как сильно обрезанное, но приедете к нам летом, я покажу, как это выглядит в урожае.
И пару слов, наверное, про прививки, да? Да, давайте, друзья, поговорим про прививки. Бывает такое, что какой-то сорт вас не устраивает, либо две одинаковых яблони купили, либо купили, оказался не тот сорт. Ну, тут два способа. Либо корчевать дерево, садить новое, либо можно перепривить. Давайте сейчас поговорим про перепрививку. Вот у меня было дерево одного сорта, по какой-то причине мне не нравился. И я сделал прививку вот здесь, в боковую ветку. Вот обратите внимание. Это привитое уже? Это уже прививка. Вот здесь была прививка, вставлен вот такой черенок. Да, вот то же самое. Вот вторая ветка я привил. То есть, когда у меня черенок прижился и вырос вот примерно за 1 год такого размера, я срезал центральный проводник старого дерева, а уже новую прививку я пустил как основной сорт. И у меня теперь сорт верх яблони уже новый сорт. Но чтобы уже перепривить нижние ветки, таким же способом можно. В этом году я привью вот эту ветку, возьму черенки сверху. Я в прошлом году сделал уже с этой веткой. Обратите внимание, я все время делаю прививку в расщеп, то есть срезается ветка, расщепляется она ножом, вставляется 2 черенка с одной стороны и с другой. И если они приживаются оба черенка, как в этом случае, я один черенок останавливаю. Он, видите, уже даже заложил плодовую почку, уже яблоко будет в этом году. А второй черенок, более мощный, у меня за год вот вырос примерно сантиметров 70. И она уже готовая у меня ветка. Поэтому в этом году я ее укорочу немного, чтобы здесь образовывались уже плодовые почки. И в следующем году вот эта вся часть будет в плодах. Ссылку на инстаграм Сергея я оставлю внизу в описании под видео, так что если что, можете переходить, подписываться, ну, следить за его жизнью. Да, Сергей Таргонский, заходите. Вопросы что же там тебе можно задавать? Все, вот с яблонями мы разобрались. Сейчас будем переходить на груши, но это уже будет в следующей серии.